Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаем занятия. Друзья, рад вас видеть снова на уроке. Мы практически уже все закончили. И сегодня такое подытоживание типа порядок слов предложения. Что мы вообще слышали о порядке слов предложения, Екатерина? Что вы слышали? Что Да. глагол в конце всегда Глагол стоит. всегда в конце. Первым А если нет местоимение глагола? идет. А что, Кирилл? Первым идет местоимение, Ну, либо существительное. либо существительное. Хорошо, хорошо. Еще что слышали? Лилия, может быть, что-то слышали? Порядок слов предложения. Ну как, слова друг за другом. Не слышали, да? Хорошо, Евгений. Что? Не слышали. Не слышали. То есть не слышали, что Не, про глагол в глагол. конце. Образно, Глагол точно в конце. я Глагол для в конце. себя выстраиваю всегда Ага, давайте. схему так, что кто или что, Мгм. куда, почему или это, и что будет делать, или Мгм. собирается, или сделал. Хорошо. Ага. Когда? Объект, какие-то свойства и Хорошо. действия. Екатерина, предложение вот такого Но это типа. если повествовать. Хорошо. Предложение такого типа. Очень хорошо. У те же, кстати. А где глагол? Его нету? А если, например, будет вопросительно какой-нибудь, там тоже нет глагола. Например, ты где? Сен кайдасын, Ага, а где глагол? Нет глагола. Нет. А он где? ол кайда. Вот, то есть на последнем месте вопрос. Вопрос будет. То есть смотрите, давайте почитаем теперь. Или это школа, там, был мектеп. Да, да. Вот смотрите, получается, всегда первым словом будет, правильно Кирилл сказал, местоимение по типу Объект я, ты, да, или какое-нибудь другое существительное. То есть на самом деле это вот что, это первое слово, это производитель действия. Тот, кто делает действие. То есть вопрос, например, солнце светит, ну, здесь производитель действия солнца, да, допустим. А это же как бы формально это подлежащее. Да? Переходим к самому последнему слову, это глагол. Глагол, да. В середине предложения все остальные слова. Теперь получается, смотрите, то, что в середине предложения, оно не так сильно важно. Главное, чтобы первым словом было всегда подлежащее или тот, кто делает действие, а последним действие. Все, что в середине, можете менять местами. И смотрите, если есть вопросительное слово, оно всегда предшествует действию, то есть перед действием. А если его нет, то оно в самом конце. И вопросительные частицы маме, папе, папе, они всегда в конец уходят. И мы теперь порядок слов поняли примерно и проработаем какие-нибудь более или менее сложные комбинации. Допустим, вот Екатерина, давайте скажем, я вчера была в очень красивом ауле. Первое слово какое было бы? Мен. Мен, да, последнее. Была. Была, то есть Болдым. болдем, отлично. И в середине будут уже слова. То есть вот это, когда, например, я сам учил язык, я ментально это раздвигал. То есть и вы тоже это делаете. Так, болдем, так, ушел в конец. Мен болдем. Теперь давайте вчера, да? Мен, кище. Кеше, давайте в ауле. Аул, Аул. аул, да, аул. В ауле? Да. Ауда. И то есть сразу болдем, да? Нет, Бол- у те Адима Да, отлично. Где у тебя, Дима, Мен, скажем? кище, у те Адима. Те. Ну, давайте прекрасным сделаем, да? Керемет. Ну, пусть он керемет ауда был, да? Давайте сделаем теперь, я вчера была с другом. Мен, кище. Менькише, куда Дос. друг? Дос. Хорошо, дос. Дос. Куда друга? А Доспен. это чей друг? Мой друг. Досым. Досым. Мен. Мен, керемет ауда болдым, да? Екатерина, и тут вы воспользоваться словом берге, да? Вместе. Да. Вместе. Досым мен берге. Я вчера была вместе со своим другом в очень прекрасном ауле. Екатерина, давайте еще раз прочитаем теперь. Попробуем без экрана. Мен, кище, досымен, бірге, у те керемет, аулда болдым. Мен, кище, досымен, у те тамаша, аулда болдым. Мгм. То есть Я забыла сказать слово слово бірге. берге, да. Досым мен берге, да? Кирилл, запомнили это предложение? То же самое скажем. Я вчера был. со Мен своим- кеше досыммен өте керемет ауылда болдым. Ага, Лилия, то же самое. Я вчера была вместе со своим другом в очень прекрасном ауле. Мен кеше досыммен бірге өте керемет ауылда болдым. Так, отлично. Теперь это попробуем самостоятельно, да? Мен кеше достым, Хорошо. Досым, да? да, Досым досым, мен, да? досыммен Вместе. Берге. бірге Очень. Өте. өте Прекрасно. керемет Аул. ауыл В ауле. Аул. ауылда Была.
Булдым. Болдым. Отлично. Евгений, помним? Попробуй. Мен кеше досыммен бірге ауылда болдым. Досым Керемет мен. ауылда болдым. Керемет ауылда болдым. Өте керемет, да? Өте керемет. Ага, хорошо. Так, давайте сделаем еще одно предложение. Теперь, где вчера был Марат? Давайте попробуем. Где вчера Марат был? Марат кеше Марат кайда кеше. болды. Ага, Марат кеше. Кайда болды. Кайда болды. То есть опять... То есть, а почему слово кайда не в начале? Кайда Марат кеше болды? Нельзя так? Возможно, Как можно. еще раз? Слово кайда, оно всегда будет предпоследним? Вопросительно. Если вопросительная форма, нет, наверное. Почему? Ну вот вопросительная форма. А здесь должна быть чуть частица в конце, да? Нет. Не, потому- ну если мы берем, кто производил действие, то это Марат же. первый. Ну да, хорошо. Дальше у А нас слово кайда вот у нас в русском языке, где в самом начале, Марат да? Хайда кеше болды, можно смело Кайда сказать. кеше болды. Смело можно... Ну а правильно будет кеше кайда болды. Марат кеше кайда болды. То есть вопросительное слово всегда предпоследнее. Перед Ну, глаголом. предпоследний. Ну тут вопрос в том, Ага. где Марат где вчера был или где Да, вчера Марат был. да, поэтому смотрите, я и сказал, что самое первое слово это деятель, да, а самое последнее действие, а в середине все остальные слова. То есть вот это оно важно иногда, но не Контекстом, так да. важно, как важно первое и последнее слово. Понятно? То есть у вас могут быть в середине различные слова. Но, как правило, вопросительное слово, оно на предпоследнем месте. Потому что, смотрите, Кирилл, как вы скажете, где Марат? Марат Хайда. Где Марат? Вот теперь слово «кайда» стало последним словом, да? А как вы скажете, где сейчас Марат? Марат сейчас где? Марат? Марат Казр Хайда. Казар, ну не «кайда» Казар же. Не. Вот. Марат Казар Хайда. Что доказывает то, что вопросительное слово всегда будет на предпоследнем или последнем месте в казахском языке, да? Например, давайте, Лилия, скажем, ты вчера что видел на выставке, да? Выставке. Давайте, Лилия, какие слова тут не... Ты вчера что видеть выставка на выставке? Какое слово не знаете? Выставка. Выставка, көрме, да? Көрме, давайте. Теперь на выставке давайте. На выставке, Лилия, это где, да? Да, де, та, те, добавьте. Көрмеде. Көрмеде, да? Көрмеде, все. Что, как будет, Лилия? Что? Не. Вот слово «что» не вспомнили сразу, да? Не, вот почему оно вообще как бы в русском языке не, это же как бы отрицание, да? В голове возникает какой-то когнитивный диссонанс. Поэтому, чтобы привыкнуть к казахскому «не», представьте, вот вы говорите, вот возглас «чё?», «что?». А что казах в этот момент скажет? Не. «Не». Не. И вот переключайтесь, вот так именно скажет «не». Теперь видеть, как будет видеть глагол? Курдын. Куру, да. Куру. Ты видел? Кур? Курдын. Дын, отлично. Вопрос нужен? Ты видел? Курдын? Вопрос. Да. Ну что, какая частица? Вопросительная. Курдын? Ба, ма, Курдын. ме, ба, бе, па, пе. Курдын? Ба. Ба. Ну это же мягкое слово. Курдын? Бе. Бе. Хорошо. Давайте все соединяем. Ты, давайте. Сен. Сен. Вчера. а, Вчера. Кеше. Кеше. Что? Не. Не. На выставке. Куремеде. Курдын. Дын. Бе, да? Теперь смотрите, у вас есть вопросительное слово в этом предложении? Да. Какое? Видел. Нет, как? Не. Не. Что? Это же вопросительное Ну слово? да. Когда есть вопросительное слово, вопросительная частица Она не должна быть нужна. там. Она упраздняется. Евгений, понятно? Все, она не нужна. А вот не должна стать перед... Не, ну мы должны изменить все. Давайте дальше. Мы еще правильный вариант не написали. То есть предпоследним словом что должно быть? Вопросительное. Вопросительное слово. Давайте сен, значит перемещаем его. Сен, кише, Көрмеде, не курмеде, Не. не гордым, Не. да? Не курдын. Гордым. Все. Вот и все, да, теперь? Теперь теперь можем звучит. упразднить слово сен, да? М. Киши курмеде не гуд. Да? Что ты видел вчера на выставке? Все. Понятно, Лилия, полностью? Да, Теперь поняла. давайте, вот правильный вариант, и мы сейчас это еще раз озвучим. Давайте, вот я убрал. Ты вчера что видел на выставке? Давайте. Сен. Сен. Кеше. Выставка. Не курдын. Не, давайте сначала на выставке. Курме. Курме. На Куре- выставке. Курме. Куреме. Де. Куремеде. Что? Не. Кур. Курдын. Дын.
Курдин. Екатерина? Сен кеше көрмеде не көрдім. Ага. Кирилл? Кеше Курмиде не кордон. Ба не нужен, да? Я и не стал. Я хотел, но в последний момент сдержался. Так вы с ба сказали? Нет. А, ну Я все, хорошо. проглотил его, не стал. Екатерина, а как сказать, как тебя зовут? Как тебя зовут? Сенің атым Ага, зовут Сенің. Атын. Сенің атын Кім? кім. Хорошо, давайте еще облегчим. То есть можно Сенің слово убрать? Да. Будет Атын как? кім? Атын кім. Это как? Как это переводится? Евгений, переведите слово атын. Просто переведите его, как оно переводится. Атын. Тын. Имя. Твое имя, согласны? Твое. То есть это Атын. переводится имя твое. Понятно? Или Да. непонятно? Понятно. Да, атын. А как переводится кім? Кто? Кто? То есть, чтобы казах сказал, как тебя зовут, он должен сказать имя твое кто? Это так звучит по-казахски. Нельзя А вообще сказать. как? Что, не можешь слово сказать? такое? Да, Обычно давайте определённое. теперь вы хотите слово кавай. Как переводится слово А, кавай? халай. Как, да? Точно. Как? Но смотрите, атанкавай, ну, как бы так можно неформально сказать. Но это знаете, что вы сказали? Как дела у твоего, я не знаю, у твоего коня или у твоего имени? Ну, это не очень логично. Но так могут сказать неформально. Типа атхавай, типа. Но формально нужно сказать твое имя кто. То есть теперь, Евгений, возникает вопрос, а зачем имя, почему у казахов имя это кто, да? Есть такой вопрос? То есть, смотрите, то есть философия небольшая. Все, что принадлежит лично казаху, ну, такое личностное, как имя, национальность, его происхождение, род, да, ру, это все кто. Ну, так повелось. То есть, если в других языках это будет что, вот давайте посмотрим дальше. Как будет род по-казахски, Екатерина? Ру, да? Давайте попробуем сказать твой род. Румком. Руэн, да? Руин. Согласны? Да. Какой у тебя род? Давайте. Руин. Рунгам, да. То есть тоже будет твой род кто? То есть так дословно будет, да? Или давайте даже, Кирилл, какую национальность? Улта. Твоя нация. Сен Олтенком. Ултынгам, да, уже видите? Ултынгам. Скажите, какой у вас род? Рунгас? Кто? Да? Теперь ваша национальность. Давайте. Ултын. Ултынгас. Ултыныз кым. Понятно? То есть, ну, обычно ронгом, это вряд ли вы будете задавать, но... Мне задали буквально на прошлой. Ну, посчитав вас за казаха, да? Ну да. Получается. я- Смотрите, ну, то есть, Хорошо. когда, ну, обычно люди казахской национальности друг с другом общаются, в первый раз увиделись, как бы и для них интересно, а кто ты по происхождению. Друзья, заканчиваем на этом наш урок. Тема была посвящена порядку слов к предложению. Из этого урока вы поняли для себя, что главное, чтобы на первом месте всегда был деятель, на последнем глагол. Все, что в середине, оно примерно может мешаться. То есть без сильной потери как бы, значения. А на этом мы заканчиваем наш урок. Увидимся в следующий раз. Удачи!